Ну что, один день остался до чемпионата мира по футболу. Это самое грандиозное событие в спортивном мире. И прикол в том, что в этом чемпионате мира Аргентина выступает в роли действующего чемпиона мира. Да, а еще и чемпион Кубка Америки. Здесь все подчинено этому чемпионату, расписанию игр. Переносятся какие-то встречи, какие-то события. Все нацелено на то, чтобы посмотреть игры чемпионата мира, естественно, в основном участие сборной Аргентины, ну и других сильных команд тоже. Еще прикольное ощущение, что раньше у нас была шутка, когда начинался чемпионат мира или Европы, мы там спрашивали, что, за кого будешь болеть? Ты говоришь, за наших, а потом, имеется в виду, что наши из группы маловероятно, что выйдут, а если выйдут, то вылетят сразу же в первом же туре плей-офф. Здесь ситуация совсем другая. То есть огромный шанс, что Аргентина повторит свое чемпионство. Вот. Хотя редко такое бывает, но тем не менее. Аргентина одна из самых сильных сборных по футболу, объективно. И у них непризрачный шанс стать второй раз подряд чемпионами. Вот. И понятие наше тоже немножко изменилось. Как бы Россия, да, остались наши. Но, во-первых, они в чемпионате не участвуют по понятным причинам. Ну и во-вторых, мы уже 2,5 года живем в Аргентине. И культ футбола и культ Месси все-таки проникает в нас, в нашу культуру, в наше сознание. И Аргентина теперь нам уже родная. Вот. Это, конечно, чит-код. Переехать в страну чемпиона мира по футболу. И уже как бы наши не совсем такие отсталые. Да, когда был чемпионат Америки, обоих Америк, мы болели уже за сборную Аргентины. Поэтому да, мы считаем ее своей. Потому что мы здесь живем все-таки уже 2,5 года. И мы прониклись футбольной культурой Аргентины, которая очень-очень здесь сильно развита. Прониклись Месси. Кроме того, здесь в Мар-дель-Плате у нас живет вратарь сборной Аргентины, то есть родился. Вот. Ну и в отпуске тоже он здесь живет, он приезжает сюда. Вот. И про который Netflix недавно снял фильм. Вот, как он тоже парень со двора, обычный парень с обычного двора, дошел до вершины чемпиона мира по футболу. Вот это примерно тот же кейс, как с Диего Марадона. И это такой футбол, это такой социальный лифт в Аргентине. Ну и вообще в Латинской Америке. У меня нет такой сути присваивать чужие победы. То есть мне это как раз в фанатских движениях и не нравится. То, что когда там наши спортсмены добивались каких-то успехов, вот, например, там, когда наши на чемпионате Европы по футболу выиграли сборную Голландии, ну все там гудели, вся страна гудела, что типа вот это мы их сделали, мы там победили. Вот. А когда наши проигрывали какие-то матчи, они говорили, что это они. Они кривоногие, они тупые, они бегать не умеют. Вот. И есть хорошая поговорка русская, что у победителей много отцов, а поражение сирота. Мне как раз это раздражает, когда присваивают чужую победу себе. Вот. А от поражений как бы отказываться. Я переживаю за поражение, за спортсменов. И я не присваиваю себе, я радуюсь за спортсменов, которые выиграли. А не я выиграл. Это примерно то же самое касается Великой Отечественной войны. Очень многие говорят, что это они победили фашизм. Я фашизм не побеждал. Моя заслуга только в том, что я родился
у победителей в Великой Отечественной войне. Я ничего не делал, я в окопах не сидел, я не стрелял, я не убивал. Меня не ранили, не убили. Я не голодал. Я не жил без семьи, где-то там далеко в мобилизациях. Нет, это все сделали мои предки. А у многих героев, которые сложили голову, вообще не осталось потомков. Они погибли, не успели родить себе следующее поколение. То есть, и я переживаю за войну, да, это очень страшно, очень серьезно. Герои, действительно герои, но не я герой. Я ничего для этого не сделал. Вот. Еще у меня есть такое свойство, я не люблю болеть за фаворита. Например, там глупо было болеть за «Спартак», когда он там 10 раз становился чемпионом России по футболу. Ну, как бы и чего? Что ты за него болеешь? Он выиграл какую-то команду. Ну что, он чемпион, 10-кратный. Что в этом удивительного? Ничего вообще. Ну, потому что, ну, допустим, идет матч. Не знаю почему. Барселона Шинник. Да? И вот если Барселона выносит Шинник там 25-0, ну, как бы, и чё? Ожидаемо, да? Крупный счет, не более. А если Шинник сыграет хотя бы в ничью с Барселоной, это уже событие, понимаете? Это просто, ну, они прыгнули выше головы. Вот, поэтому мне больше нравится болеть за аутсайдеров. А еще раньше, в молодости, когда я смотрел футбол, чемпионат мира, у меня были две команды, за которые я болел против. Это сборная Бразилии и сборная Аргентины. Сейчас объясню почему. То есть это не просто так. Дело в том, что сборная Аргентины, там выступал такой знаменитый на весь мир игрок, как Диего Марадона. Его здесь очень почитают. Он для них, ну, прям практически святой. Вот. И почему мне не нравилось? Дело в том, что, по-моему, в 90-м году, но, может быть, ошибаюсь, на монтаже поправлю, они играли на чемпионате мира со сборной Советского Союза. Я уж не помню, что это был за тур. И в одном матче Диего Марадона сыграл рукой не по правилам, и судья этого не заметил. Он своей штрафной выбил мяч, который летел в ворота. Вот. Потом рассказывали, что это рука Бога. И Диего Марадона, у него был такой вайб, что ему все прощали. Такой, не знаю даже как описать, такой характер у него. Раздолбайского своего парня в доску. Вот они нечестно сыграли с командой Советского Союза. Сильная тогда была команда, там Ренат Дашаев, у него был золотой мяч, лучший вратарь мира был. Там многие игроки были, Федор Черенков, Вагийский Диатулин. Ну, очень много было звезд советских. И из «Спартака», из Киевского «Динамо», из других команд. Из Минского, по-моему, «Динамо». Очень много было. Очень сильно была команда. Сыграв рукой, Диего Марадона выкинул нашу команду из чемпионата. А Бразилии не нравилось своей пафосностью, потому что они, ну, действительно была самая сильнейшая команда. Вот. И у них была такая поговорка, что типа вы забьете нам сколько сможете, а мы вам забьем столько, сколько захотим. И вот этот вот пафос бразильской команды, что типа вы ничего сами не сделаете, мы такие крутые, прям по умолчанию. Мне это не нравилось, но это вот тоже из этой серии. Я под реабилитацию Аргентина попала, когда я случайно встретил болельщиков сборной Аргентины в 2018 году в петербургском метро. Они так зажигательно пели, такие они классные. Вот. Тогда мы еще даже не помышляли о том, что мы переедем в Аргентину и будем жить. А уж тем более, что будем болеть за сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу. Ну вот такая вот судьба.
теперь я болею за Аргентину, потому что у них есть Месси. Это тоже культ здесь. И за Месси таких эпизодов не было. То есть они совершенно разные по типажу. С хулиганом Диего Марадона и такой почти поймальчик Лионель Месси. Вот. Хотя оба мне симпатичные, Диего Марадона все равно, да, он действительно он гений футбола. Вот. Очень большая импровизация у него была и техника. То есть он молодец, в принципе. Просто вот такой эпизод досадный, и я разочаровался. То есть я даже не разочаровался, у меня появилось негативное отношение к Аргентине. Вот. А сборная Бразилии я тоже пересмотрел, когда был чемпионат Бразилии. Я не помню, какой это год. Когда Германия стала чемпионом, в Бразилии Бразилия в финале проиграла команде Германии. Помните, я говорил, что я болею за аутсайдеров. Вот. И ненавидел Бразилию. И мне нравилась сборная Германии. Хотя у них такой сухой футбол, не очень интересный. Вот. Но тем не менее, как бы немцы мне нравились больше. И, естественно, в этом матче я болел за немцев. Но когда там счет пошел прямо уже разгромным, мне просто стало жалко бразильцев. Они у себя на родине могли стать чемпионами мира и так проигрывали не просто там 1-0 или там по пенальти. Они просто с разгромным счетом проигрывали Германии. И вот ко второму тайму я уже болел за бразильцев. Вот. И у них ничего не получалось. Они вроде и бегут, вроде все правильно делают, на немцы на контратаках их ловят и забивают. По-моему, 7-1 что ли сыграли. Сейчас не помню. И это такой удар сильный. Аргентина и Ямайка просто отдыхают. Вот, у Ямайки не было шансов против Аргентины, а Бразилия у себя дома на домашнем чемпионате так проиграть с таким крупным счетом. Да. Вот. После этого сборная Бразилии в моих глазах тоже немного реабилитировалась. Вот. Ну, будем смотреть, болеть. Будем болеть за красивый футбол. Как-то так.